Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике я разберу компанию из сектора технологий, отрасль разработчиков программного обеспечения, компания Microsoft. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте переменим все эти параметры к Microsoft и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте ознакомимся с компанией. Компания Microsoft была основана в 1975 году. Компания разрабатывает и поддерживает программное обеспечение, услуги, устройства и решения, которые приносят новые выгоды клиентам и помогают людям и предприятиям полностью реализовывать свой потенциал. Бизнес компании построен на 3 отчетных сегментах. Первое – это производительность и бизнес-процессы. Сюда входят продукты Office и бизнес-решения Dynamics 365. Второе – это интеллектуальное облако. Сюда входят серверные продукты и облачные решения. Третье – персональные вычисления. Сюда входят Windows, ноутбуки, планшеты и игровые приставки Xbox. Если смотреть на распределение выручки за 2021 год по сегментам, то видно, как равномерно распределена выручка. Нет какого-либо перекоса в сторону одного сегмента. Чистая прибыль аналогична, распределена равномерно и она высокая, составляет примерно 40% от выручки, что безусловно является высоким показателем. Компания закрывает свой финансовый год в июне каждого года, поэтому на сайте Microsoft и на сайте Комитета США по ценным бумагам уже доступен отчет за 2021 год и за первый квартал 2022 года. Обязательно почитайте годовой отчет 10К и письмо к акционерам, в котором вы узнаете много нового о компании, ее стратегических планах и задачах. Вам будет интересно. А теперь давайте посмотрим на динамику роста финансовых показателей. Что касается выручки, то она растет, имеет восходящий тренд. Выручка с 2012 года 73 миллиардов долларов выросла до 168 миллиардов долларов в 2021 году, что составляет рост порядка 10% в год. Чистая прибыль также растет. В 2012 году она составляла 17 миллиардов долларов и держалась она на одном уровне до 2018 года. И потом был резкий рост в 2019 году до 39 миллиардов долларов. А в 2021 году чистая прибыль уже составила 61 миллиардов долларов. То есть рост чистой прибыли год к году составил порядка 15% в год. Чистая прибыль растет быстрее выручки, что является безусловно положительным фактором. Свободный денежный поток также растет в среднем на 7,5% в год. Количество акций, находящихся в свободном обращении, снижаются в среднем на 1% в год. По данному слайду все в норме, вопросов не возникает. Чистая маржинальность подрастает и находится на достаточно высоком уровне, порядка 40%. Это очень высокий параметр. Рентабельность активов высокая, порядка 20%. Этот показатель характеризует прибыль, получаемую компанией с каждого доллара, потраченного на формирование активов, то есть насколько эффективно используются активы компании для генерации ее финансовых потоков, то есть прибыли и выручки. Рентабельность инвестиций высокая и составляет 30%. Этот показатель говорит нам об уровне доходности и отдаче инвестиций на вложенный капитал. Рентабельность собственного капитала также высокая, составляет практически 50%. Этот показатель говорит нам о том, как в компании работают средства акционеров. Что касается дивидендной доходности, то компания на протяжении 11 лет подряд ежегодно увеличивает дивидендные выплаты. В настоящее время дивидендная доходность составляет менее 1%. Среднегодовой рост дивидендных выплат за последние 5 лет составляет 9%. А процент прибыли, который компания направляет на выплату дивидендов, составляет порядка 27%. Проблем с выплатой дивидендов у компании не возникает. По долговой нагрузке. По итогам работы за 2021 год она составила 42% к собственному капиталу. По графику видно, как компания рационально использует финансовый рычаг, сначала приобретает долговые обязательства, а затем планомерно погашает их. При этом она приобретает активы,
и растут ее финансовые потоки. Для компании долг несущественен, она с легкостью покрывает долговые обязательства. Активы у компании подрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Соответственно, растет ее акционерный капитал. Что касается инсайдерской информации, была зафиксирована сделка инсайдера в начале года, в марте месяце. Инсайдер Уэлмсли Эмма покупала акции Microsoft по стоимости $236 на сумму порядка $1 миллиарда. Это очень крупная сделка, согласитесь, сделок на покупку больше не было зафиксировано, были только продажи акций компании. Если же рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, а именно за последние 5 лет, то среднегодовая доходность Microsoft выше роста индекса S&P 500 и индекса NASDAQ. Данная информация приведена в годовом учете 10К за полный финансовый год. То есть купив акции компании Microsoft в 2016 году по $100 и с учетом реинвестирования дивидендов в 2021 году мы получили бы $574, что составляет более чем 5-кратный рост за 5 лет. Прошлые достигнутые показатели впечатляют, но нам важно понимать, является ли компания в настоящее время привлекательной для инвестиций, какую доходность мы получим при длительном горизонте инвестирования. Давайте попробуем определиться с этим вопросом. Но для начала мы должны ознакомиться с мнениями аналитиков. По мнению аналитиков, общий прогноз «строгая покупка». Прогноз основан на мнении 23 аналитиков, которые сделали свои прогнозы за последние 3 месяца. На будущий год средний консенсус прогноз по стоимости акций ожидается на уровне $364 за акцию, что выше текущих отметок на 8%. Наивысшая оценка по стоимости акций равна $407, наименьшая $320, а средняя, как было упомянуто ранее, составляет $364. Хотелось бы привести данные из сайта GuruFocus по прогнозам, которые дают аналитики. Ожидается позитивный прогноз на будущий период. Рост выручки в ближайшие 3 года будет составлять примерно 15% в год. Рост прибыли также будет на уровне 15-16% в год. Данную концепцию я также использую при расчете потенциальной доходности инвестиций. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период и мнений аналитиков, я сделал расчет по справедливой стоимости акций методом дисконтированного денежного потока и на основе показателя стоимости компании и EBITDA. При расчете стоимости акции на основе метода дисконтированного денежного потока я получил стоимость к 2031 году $853. Рост денежного потока я планирую начать с 15% и держать его на этом уровне до 2025 года, и далее уменьшать его на 0,5% ежегодно, применяя при этом консервативную стратегию, предполагая, что такой уровень роста для компании будет тяжело поддерживать в долгосрочной перспективе. Но что касается стоимости компании и EBITDA, я получил прогнозную стоимость компании $891. Рост EBITDA я также начал с 15%, отталкиваясь от фактически достигнутых показателей и прогнозов на последующие года, и начиная с 2026 года я уменьшал его также на 0,5%. Количество акций, находящихся в свободном обращении, я оставил без изменений, не уменьшал их на 1%, как это было ранее. И взяв по 50% от каждого параметра, я получил прогнозную стоимость акций к 2031 году порядка $872. Теперь, друзья, давайте определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимальный приемлемый уровень доходности в год при вложении в компанию текущей стоимости и удерживая ее в долгосрок. Вы можете заметить разбивку по годам потока денежных средств, то есть общую сумму денег, которую компания генерирует ежегодно. Эту сумму компания может направлять на выплату дивидендов, обратный выкуп акций или инвестировать в бизнес. То есть я инвестирую в компанию сейчас, получаю ежегодно поток денежных средств, получаю в конечном итоге стоимость бизнеса, так как компания продолжает развиваться. И при стоимости акции $336 я получаю среднегодовую доходность порядка 14,5%. И этот показатель выше среднегодовой доходности индекса S&P 500, который за 10 лет рос в среднем на 10% в год. Компания в текущей стоимости будет приносить нам доходность выше рынка, ну а если стоимость акций вдруг будет снижаться, у нас появится возможность купить акцию дешевле, то есть снизить риск и увеличить потенциальную доходность. Возврат на капитал при этом составит порядка 3 раз. А теперь давайте перейдем к оценке компании по 5 ключевым показателям. Рост выручки, да, он есть. В среднем рост составляет 10% в год. Рост прибыли, да, она увеличивается.
За последние 10 лет в среднем порядка на 15%. Прибыль растет быстрее выручки. Свободный денежный поток также растет, в среднем на 7,5% в год. Долг к собственному капиталу составляет меньше единицы. Компания, можно сказать, не имеет долга. Это потрясающе. И справедливая стоимость акций, да. Я высоко оцениваю компанию, и это является хорошей инвестицией. Мы определили справедливую стоимость компании, основываясь на денежном потоке и стоимости компании как бизнеса, который генерирует прибыль, и предположили потенциальную доходность, справедливую стоимость акций компании. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, поставьте лайк, напишите разбор какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах, а также не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!